Наш корпоративный заказчик попросил собрать автомобиль для эксплуатации в черте города Москвы. Для него был важен сохранение температурного режима +2, +8, компактные габариты и полная масса транспортного средства 2,5 тонны, чтобы не попадать под новые требования знаков об ограничении въезда грузовой каркас. Да, студия, спасибо. На дворе февраль 2020 года. Мы все так сильно соскучились по зиме, что вся зима решила сконцентрироваться и прийти к нам в этом месяце. Поэтому прям под снегом мы вынуждены работать в суровых условиях. А чтобы справиться с суровыми условиями, мы должны использовать суровую технику. Вот такие микрофоны. Наиболее оптимальным, по нашему мнению, с точки зрения компактности и эксплуатационных показателей, является модификация Ford Transit на базе 310 версии Van L2H2. Что мы имеем? У нас уже есть один подробно разобранный репортаж о модификации Ford Transit на базе L3H3, поэтому в модификации нашей L2H2 мы лишь тезисно вам расскажем важные моменты, которые нужно знать, чтобы принять решение о покупке большой модификации или маленькой. Итак, Ford Transit Van. Обозначение цельнометаллической модификации. Исполнение кузова у нас L2H2. Это габаритные размеры: длина 5,5 метров, ширина 2,10, по зеркалам 2,35 и габаритная высота от земли в интервале от 2,490 до 2,550. При этом, чтобы не увеличивать габаритную высоту при изготовлении рефрижератора, вы можете увидеть, что в передней стенке мы сделали специальный вырез, который по-дурацки называется кювет. Кто-то придумал такое название. Это ниша под установку холодильника, куда и был установлен холодильный агрегат. При этом у модификации Ford Transit L2H2 внутренний объем до утепления составляет 9,5 кубов. После утепления мы с вами промерим и примерно вычислим. С точки зрения полной массы, у модификации L2H2 с индексом 310 можно выбрать по вашему усмотрению два варианта. Первый. 310 – это обозначение индекса полной массы 3100 кг. Это актуально, если вы будете эксплуатировать этот автомобиль не в Москве, а в нашей первопрестольной столице, с учетом того, что есть ограничения грузового каркаса, по которым полная масса транспортного средства не может превышать 2,5 тонны, представительством Ford и другими марками была выведена специальная модификация, у которой полная масса 2 тонны 499 килограмм, чтобы не попадать под знаки. При этом при полной массе 3 тонны 100 килограмм грузоподъемность самого автомобиля по ПТС составляет примерно 980 килограммов. Если мы с вами срезаем эти 600 килограмм до 2,5 тонн полной массы, то у нас с вами остается порядка 300 килограмм полезной грузоподъемности. Это по документам. А фактическая грузоподъемность, естественно, в районе тонны. На это вы можете рассчитывать. Силовая установка у нас дизельная, турбированная, объемом 2,2 литра, мощностью 125 лошадиных сил. Работает она в паре с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. Как я говорил в предыдущем обзоре, у цельнометаллических модификаций настолько удачно подобрана коробка переключения передач и ее передаточное число, что расход топлива у этого автомобиля в городском режиме эксплуатации составляет примерно 10 литров на 100 километров пробега. Плюс-минус литр в зависимости от количества пробок и вашей манеры езды. На трассе этот автомобиль при скорости 90 км в час будет показывать очень хорошие показатели по экономичности и небольшому расходу топлива. Это огромный плюс этой модификации цельнометаллической версии. Традиционно для цельнометаллических модификаций это наличие задних распашных дверей, которые в нашем случае открываются в стандартном положении на 90 градусов, и боковой сдвижной. Помимо хорошей базовой комплектации, в этом автомобиле дополнительно установлен кондиционер для водителя. Такое обязательное требование было от нашего заказчика. А традиционно от нас дополнительно была установлена магнитола и коврики в салон. Вы
Мы вам перечислили детали, которые относятся к самому автомобилю и к его внешним габаритам, чтобы вы могли понимать при выборе автомобиля, какую модификацию вам взять, большую или маленькую. Итак, самое время отправиться и посмотреть, что же у нас получилось после утепления в нашем отсеке, какое количество внутреннего пространства у нас осталось в распоряжении. Итак, при стандартном открытии задних распашных дверей двери открываются на величину 90 градусов. Но, нажимая специальный флажочек, мы можем двери открыть на ширину 180 градусов. При этом, как помните вы из обзора L3H3, у большой модификации есть такая опция, как открытие дверей на 270 градусов. В нашем случае только 180. При изготовлении полнокомплектного рефрижератора мы обратились к нашему старинному партнеру, компанию Crossi, которая изготовила для нас этот замечательный комплект изотермического утепления. При этом температурный режим, который здесь должен будет соблюстись, 2,8 градусов плюс круглый год. Соответственно, таким образом была подобрана нужная компоновка нашего комплекта утепления и толщина утеплителя. В качестве материала утеплителя используется экструдированный пенополистирол, который размещается по всем плоскостям и пустотам и сверху зашивается комплектом очень добротно сделанного, качественного и очень качественно установленного комплекта утепления, который состоит из пластика. Все эти детали вы можете видеть здесь. В стандартном исполнении завод-изготовитель Crossi использует также такелажную рейку, чтобы вы могли фиксировать ваш груз. Сейчас мы закроем, чтобы нас не сдавало. Итак, господа, настил пола рифленый алюминий. При установке холодильного оборудования холодильщики вот так вот заботливо постелили сверху лист бумаги, чтобы по нему можно было ходить и внутренний отсек оставался чистым. Итак, полезная внутренняя длина 2 метра 70 сантиметров. Максимальная внутренняя ширина 170 сантиметров от левой стенки до обшивки двери 170 сантиметров. Ширина между арками 128 сантиметров. Ширина между стенами 161 сантиметр. Заранее извиняюсь за хруст моей рулетки. Ширина по проему 153 сантиметра. Высота по проему 153 сантиметра. Ширина по проему 134 сантиметра. Внутренняя высота 176 сантиметров от пола до потолка. До холодильника у нас получается 158 сантиметров. Полезная внутренняя вместимость нашего грузового отсека составляет 3 евро палета, если для вас важен именно палетный формат перевозки. Ввиду того, что здесь выполнены вот эти технологические вставки, сюда невозможно разместить 2 палета в длину, хотя эта часть отсека это позволяет. Поэтому вы можете рассчитывать на 1, 2, 3 евро палета расположения и плюс огромное количество места вокруг этих палетов для размещения коробок, пакетов и всего чего угодно. Итак, это модификация на 3 евро палета плюс россыпь. Как вы можете обратить внимание, очень детальный подход к мелочам и к внутреннему комплектации. Компания-изготовитель этого комплекта утепления устанавливает вот такие симпатичные оцинкованные пластины на высоте центр этой пластины 25 сантиметров от пола. Отбортовочка красивая, симпатичная, дополняющая этот хороший, качественный комплект утепления. Как сказал я ранее, боковая дверь нами была сохранена, потому что именно такая форма открытия боковой двери позволяет в тесных улочках мегаполисов
пользоваться этой дверью полноценного. Сдвинули, достали, что нужно, выгрузили и закрыли. Итак, ширина проема нашего бокового двери составляет 110 сантиметров по низу. Вот, а высота по проему 156 сантиметров. Абсолютно нормальное широкое рабочее место. Но если ваш рост как у меня, смотрите, не стукайтесь. Для поддержания температурного режима +2, +8 круглый год по согласованию с заказчиком нами была выбрана модель холодильного оборудования марки Thermo King, американская корпорация, модель V100 Max 30, которая работает как на охлаждение, так и на обогрев. Мощности этого холодильного оборудования на этом объеме хватит для того, чтобы летом здесь создать температуру -10, -15 градусов, а в зимний период при температурах не ниже -15 градусов эта холодильная установка обеспечит поддержание режима +2, +8. При этом с точки зрения эстетики, наши партнеры из компании Grossi всегда нам дают вот такой красивый кожух, который устанавливается после монтажа холодильной установки и прячет все шланги, провода и дренажные трубки. Эстетика – очень важный момент. Наше транспортное средство по своим габаритным размерам должно быть максимально компактным. У нас была возможность на передней стенке сделать специальное технологическое углубление, полку для размещения холодильного агрегата марки Thermo King. Его внешний конденсорный блок тоже достаточно плоский, и именно этот фактор повлиял на выбор в пользу марки Thermo King при просчете и подготовке полнокомплектного транспортного средства. Как вы можете видеть, изначально передняя стенка нашего цельнометаллического фургона выглядит вот таким образом, а после доработки она выглядит вот таким красивым и чудесным образом. Друзья, итак, время подводить итоги о нашем полнокомплектном рефрижераторе Ford Transit 310 Van L2H2. Модификация, которая была выбрана нами, будет эксплуатироваться в черте города Москвы, в нашем мегаполисе. Тесные улочки, все дела, компактные габаритные размеры. Мы взяли модификацию L2H2, у которой полная масса 2499 килограммов. Соответственно, никакие ограничения, которые существуют по состоянию на февраль 2020 года, для этого автомобиля не страшны. Модификация, которая до утепления благодаря внутренним размерам предполагала 9,5 кубов внутреннего объема, после утепления дает вам примерно 7 кубов полезного пространства и 3 европалета вместимости. По требованию нашего заказчика мы взяли автомобиль, который не попадает под ограничение по полной массе, который при своей комплектации с кондиционером для водителя позволяет эксплуатировать этот автомобиль и с холодильной установкой внутри. Марки Thermo King V100 Max 30, которая способна работать на этом объеме в температурном режиме от +5 до -10 градусов. В качестве комплекта утепления мы использовали комплект от компании-производителя Grossi. Красивый, хороший, качественный, протестированный, вы его видели. Все это хозяйство приобрелось в лизинг нашим клиентам. Стоимость этого автомобиля составила по состоянию на февраль 2020 года 2 400 000 рублей. В эту стоимость входит автомобиль, утепление, холодильная установка и сохранение кондиционера. Вот сохранение кондиционера на этом автомобиле — это достаточно непростая задача, которая стоит очень приличных денег из-за специального кронштейна, на котором располагается 2 компрессора. Если вы хотите, чтобы мы аналогичный автомобиль собрали и для вашей организации, с удовольствием для вас это сделаем. Обращайтесь в наш автосалон. А выбор автомобиля в пользу маленькой или большой модификации остается за вами. Все габаритные размеры мы в этом видео вам перечислили. Поэтому решайте и бегом обращайтесь к нам. Мы сделаем все в лучшем виде. Нас пока заметает. Пошел пить чай, греться. Пока.